Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Я этот влог начинаю вечером. Я сейчас буду смотреть, уже легла в кровать, буду смотреть «Иронию судьбы», потому что в этом году я ее так и не посмотрела, точнее, в теории в том году, 31 декабря. Поэтому хочу посмотреть сегодня на ночь, хотя бы одну серию. Так что взяла свой икеевский столик и вот тут наверху раскрашиваю. Карандаши у меня. Единственное, что я так подумала, я не заточила два вот этих, которыми делаю фон. Может, еще ими и можно пораскрашивать. Короче, надо здесь наверху обзавестись точилкой. Точилка по факту у меня сегодня здесь была, я ее просто на пол уронила, подняла и не положила обратно наверх. А спускаться, не знаю, вроде как лениво. Посмотрела первую серию и вот столько успела раскрасить. Так что осталось еще совсем немножко, потом заблендерить, затереть салфеткой и цифры раскрасить. Но здесь, скорее всего, будут карандаши металлик, так как здесь-то раскрашено, а здесь с этой стороны еще только предстоит. Хотелось бы еще этой зимой раскрасить, и я не уверена, что... здесь, может быть, гуашь вообще будет. Поэтому опасно что-то делать здесь гелевыми ручками. Вот здесь я немножко накосячила, надо будет стереть. Но это уже завтра. А в целом вот как-то очень легко мне далось. И вот этим кахенуровским я уже рассказывала, обожаю красить, и как-то легко-легко давалось. В общем, тогда на этот месяц вот этого будет вполне достаточно, но если у меня будет время, то начну красить вот эту страничку. По крайней мере, например, либо паровоз, или же, например, фон раскрашу какие-то элементы, и в следующем месяце доделаю. Потому что один разворот как-то сложновато. Не то, что сложновато, я могу, но много чего еще хочется затронуть. И по плану 31 раскраска. Сейчас уже меньше, конечно. Я штук 5-6 раскрасила, но все равно. Вот. И получается, не знаю, если будет настроение, то, может быть, еще в марте пораскрашиваю. А потом оставлю до следующего года. Хотя, как под настроение, может быть, и больше буду красить, потому что в целом и вот это прикольно. Да хотя зима в любом случае долго, поэтому и в марте, и даже в апреле еще зимние иллюстрации вполне актуальны, как мне кажется. Уже утро, и я села раскрашивать. Хочу сейчас доделать вот эту иллюстрацию в 1 000 000 котов. И, в общем, решила зажечь гирлянды. И даже под столом у ушастика тоже такая красота. Я дораскрашивала иллюстрацию, уже прошлась и блендером, и салфеткой. Мне нравится, что все блестит. Единственное, я задумалась, может быть, стоит еще и вот здесь пройтись, но пока не решила. В целом считаю разворот завершенным, но когда у меня будет раскрашена вот эта страничка, я тогда смогу здесь обвести что-то гелевой ручкой, и уже совсем будет полный порядок. Но в целом иллюстрация завершена.
Цифры я раскрашивала карандашом металлик и взяла вот эти вот биджи, серебряный карандаш. Да, также я завершила вот этот синий Kohinoor, буду доставать новый. Фикс-прайсовский уже убрала, но тоже хорошенько подточенный. Здесь уже в принципе нет грифеля. Так, и сейчас я запишу в блокнот, отмечу, что я это раскрасила, и приступлю к геоморфозам. В этом месяце я буду заканчивать, надеюсь, уже сегодня закончу эту раскраску. Потом выйдет отдельное видео с полистушкой. Вот, потому что осталось тут, получается, вот эта иллюстрация. Это, если что, раскрашено. Просто я тут все раскрашивала стандартно. Вот. Поэтому осталась только одна вот эта иллюстрация. Иллюстрации тут односторонние, поэтому будет акварели в кюветках. В общем, как-то так. Оставайтесь со мной. Сейчас я задумалась, как все это будет выглядеть, потому что вчера, когда я там лежала уже в кровати, засыпала, я представляла, как я буду себе раскрашивать вот это все. И я помнила, что здесь, ну, как бы водоворот. А то, что тут куча мелких деталей, я об этом как-то не помнила. И вот сейчас начала задумываться. От своей, как бы, идеи мне отказываться неохота, хотя, в принципе, там ничего особенного, ну, в общем. И я вот думаю, что с этой мелочевкой делать. Ну, потому что, безусловно, просто на нее забить я не хочу, потому что одно дело, когда там какие-то дудлики, это еще ладно, я могу там парочку закрасить, но здесь, как бы, в принципе, есть какой-то смысл, а закрашивать будет не очень хорошо. Ну, я решу, я сейчас еще немножко подумаю, то есть, возможно, я сделаю полностью фон, как планировала, а потом пройдусь какой-нибудь, например, синей гелевой ручкой, а где-то белой. Может быть, все-таки придется все это, как сказать, извините, без штатива сейчас я телефон поставлю на штатив, вот. Может быть, придется, как всегда, потихонечку все это обходить. Но, честно, обходить все это неохота. Но потом акварель, если полностью закрашивать, перекрывать ручкой, тоже как-то странненько. Вот. В общем, сейчас буду думать, что с этим делать. И вернусь к вам. Уже поставлю телефон на штатив и буду в привычном формате снимать. Ну вот, я уже достала акварель. Я все-таки решила, что буду делать фон, а потом уже что-то придумывать с этой мелкотней. Скорее всего, так. В идеале, конечно, если бы это раскрасить, к примеру, все карандашами, заморочиться, было бы, конечно, очень круто. Так, ладно. Как оно есть, так оно и есть. Я, правда, хотела побольше воды лить. Для этого надо напрячься, встать, взять или лист бумаги. В общем, чем-нибудь проложить, и мне крайне лень. Поэтому я, конечно, буду надеяться, что здесь ничего не испортится. Наверное, так. Сейчас я еще... Куда ты дела свой пульверизатор? Вот ведь напасть. Где-то здесь лежит, и я его, собственно, не вижу. Да. Так, сейчас еще здесь. Вот он-то лежит. Надо его наполнить вообще водой.
Кстати, для этого по ходу тоже надо встать. Вот. Потому что я пипетку пастора тоже здесь не вижу. Куда я ее дела, совершенно непонятно. Ладно, сейчас, минутку. В общем, побрызгала я акварель. Сейчас приступлю. Я, правда, поняла, что мне бы еще одну-две коробочки с акварелью достать. С другой стороны, наверное, мне и этого хватит. Честно, я, конечно, не люблю красить на отвали и, наверное, не собираюсь здесь так красить, но все-таки хотелось бы побыстрее закончить эту раскраску. Она в целом хорошая, иллюстратор вообще замечательный. Но вот из всех раскрасок она мне нравится меньше всего. Хотя нет, она хорошая, но не всегда у меня с ней дела ладятся. Так, сейчас возьму белого. Оп. Вот рановато, надо вот здесь бы белого не должно быть. Ну ладно, пусть вот здесь будет. Чувствую, сколько раз воду придется поменять. Ну, не знаю, что получится. Просто что-нибудь хочется по-другому. Я обычно лист не люблю смачивать. Так, я хотела начать. А с какого я хотела начать? Наверное, нет, с этого. А вот это. Не знаю, как вам будет видно, не видно. Просто такие переходы сделать, короче, попробовать. Ну, а уже потом высохнет, что-нибудь придумаю еще. И как раз пока лист будет высыхать, я пойду, наверное, тесто для пряников сделаю. Что в тот раз так я и не сделала. Так, соответственно, что я дальше-то хочу? Не знаю, вот какой цвет взять. Ну ладно, пусть будет вот этот он рядышком. Вот. То есть в теории здесь белила, поэтому будет нежненько и поярче немножко. Как-то так. Сейчас придумаю. Я тут хочу несколько цветов использовать. Напрасно я, наверное, смочила сразу весь лист. Вот. Теперь, наверное, здесь будет потемней. Я вообще хотела вот так вот. И так сосредоточилась на мелочевке, что абсолютно забыла. Так, теперь, наверное, надо перейти на вот этот цвет. Очень его люблю, он обалденный, конечно. Просто вообще такой насыщенный, красивый. Ну да, это не свойственно воде, но в данном случае я абсолютно не хочу искать никакой смысл, хотя я примерно его понимаю, но в общем, хочу просто раскрашивать. Потому что этот разворот мне, то есть эта иллюстрация мне явно не пришлась по душе.
Ну, бывает так, что что-то прям безумно нравится, захватывает, а что-то, ну, как бы вот, как-то никак. Поэтому вот как раз тот случай. Так что уж как получится. Хотя бы извлеку из этого пользу, поэкспериментирую. Конечно, навыков именно такого фона у меня нет. Я чуть-чуть обычно по-другому делаю. Ну ладно. Так, ну да, и что теперь? Я планировала вот эти 3 цвета, но я их планировала, знаете как, побольше пространства и прям по кругу. И вообще, наверное, было бы правильно может быть, тогда сделать больше цветов. Было бы правильно акварель без белил использовать. Кстати, зачем я тогда белым цветом здесь, если вдруг решила нежданчиком использовать вот это? Ну да. Тогда можно в обратную сторону пойти. Пока еще не решила, какую возьму следующую раскраску Керби с полки, потому что, как вы знаете, раньше я их красила постоянно, но поскольку уже их сколько там, 7 у меня, ну, в общем, сколько в продаже у нас есть, они у меня все появились. И, конечно, учитывая, что появляются другие раскраски тоже, то я приняла где-то год назад, да, по-моему, около года назад я приняла решение. Ну, получается, плюс-минус год, потому что в феврале же «Хрупкий мир» у меня появился. Ну вот, и я приняла для себя решение, что нужно, как бы, раз геоморфозы у нас все распланировано, то они как бы должны быть всегда в планах, плюс какая-то вторая раскраска, но это была «Хрупкий мир». Вот. Ну, в общем, как-то так. Поэтому надо подумать, какая будет следующая. В теории, наверное, можно было бы взять фантоморфозы, конечно, потому что там же вроде тоже односторонние иллюстрации, чисто баловаться. Ну, как бы не знаю пока. Ой. Посмотрим. Так, теперь вернусь к этой краске. И буду ее размывать. Такая отдыхалочка. Просто расслабончик. Я просто уже пару дней хочу поакварелить, но правда не так. Немножко по-другому, но это тоже потом и на это будет время.
У нас снегопад очень сильный, причем он прям так усиливается. По-моему, с каждым часом он все сильней и сильней становится. Вот. Ну, в принципе, нормальные переходы, а с обратной стороны посмотрим. Ой. Ну вот, да. Как-то так. Фон я сделала. Теперь буду ждать, когда высохнет. Ну и потом уже что-то буду, возможно, добавлять белой ручкой, может быть, голубой ручкой, но лист пока еще очень мокрый. Здесь я вот подложила палитру, потому что когда я отгибала вот этот лист, чтобы все прокрасить, там он тоже с той стороны отогнулся и пришлось доделывать. Ну и вот пока что-то другое пойду поделаю. Вон еще акварелью набрызгала, надо сейчас протереть. Потом, когда все высохнет, я сделаю следующее включение. Сейчас уже вечер, я легла спать, буду что-нибудь смотреть. И параллельно хочу пораскрашивать. Но я хочу пораскрашивать для себя, не по плану. Завтра я, конечно же, сделаю включение и уже в геоморфозах там буду доделывать. А сейчас я хочу просто для себя пораскрашивать. Здесь у меня, ну, была сразу сделана первая иллюстрация, потом как-то я сделала еще вторую, и все. Ну, пусть будет по порядку, буду красить вот эту. Когда дораскрашиваю, покажу, то есть это не обязательно я сделаю в этом месяце, хотя, в принципе, я не люблю забрасывать, поэтому, наверное, я ее доделаю, конечно, но это так, вне плана, просто для себя, в кайф. В общем, раскрашивать я буду, опять же, карандашами, которые мне Оксана подарила, просто потому что даже, ну, они помимо того, что хорошие, то и коробка еще удобная. Именно с собой здесь держать. Поэтому буду ими красить. Вот столько уже раскрасила. Ну, то есть это немного, конечно. Но с удовольствием. Может быть, я еще сегодня пораскрашиваю. Тогда уже завтра вам покажу, что успела. Ну, кожу я раскрашивала, но самую-самую малость. Но тут я еще блендером пройдусь. Уже утро. Вчера я еще немножко вот здесь пораскрашивала зеленым. И сегодня вот здесь вот, тут вот дораскрашивала. Ну, а остальное либо в течение дня или вечером, наверное. Ну, скорее всего, фон я сделаю акварелью, вот это вот. Поэтому это, конечно, в течение дня, а так остальное может быть вечером. Ну, не знаю, в общем, под настроение. Довольно активно я здесь использую белый карандаш. Он неплохой. Он, знаете, такой по качеству средний. Потому что бывают карандаши бесполезные, белые абсолютно. Бывают, конечно, такие, как там вот Derwent Color Soft у меня очень мне нравится. Понятное дело, что призмы хорошие. Это бывают, конечно, бесполезные. Вот это такой средний вариант, который, конечно, понятное дело, не Derwent, но как минимум растягивает цвет. И вот здесь вот я нанесла синий и дальше белым прошлась и как бы немножко его растянула. Вот то, что нужно получилось. Так, ну, фон вчера еще, понятное дело, высох. В целом неплохо. Ну и что-то сейчас надо будет с этим делать. Возьму тогда ручку, начну, конечно, с белой, а там посмотрим. Белая, голубая. Так, достала ручки, в итоге достала много ручек. Ну, краун,
Пинтель, по-моему, я даже не достала. Краун, фикс прайс с ультраблеском, аутлайнеры, Берлинга, короче, вон, всего достала. И это еще далеко не все, кстати, что есть. А уж у меня еще очень много ручек из этого самого с Алиэкспресс, но я ими не пользуюсь. И еще у меня в запасе Краун лежат. Короче, много. Ладно, взяла, пусть лежат рядом, чтобы за каждой ручкой не тянуться. Там буду смотреть. Доделала, но по итогу не так, как собиралась. Я взяла 3 карандаша. Вот эти. Они сюда идеально по цвету подходят. Это у меня Кохенур. 2 вот этих карандаша Кохенур. И вот этот вот Ашан. 50 цветов набор. Отлично сюда подошли, и я просто дорабатывала. Вот здесь вот, ну, я на самом деле везде вот прошлась понемножку. Это как бы вроде бы не сильно заметно, но так или иначе я вот везде здесь проходилась. Довольно так, где-то минут 30-40 сидела, потому что сначала я начала вот гелевой ручкой, но не знаю, я поняла, что это как-то не сильно будет заметно, а карандашом будет и более естественно, ну как-то лучше, короче. Мне понравилось больше, поэтому доработала карандашами. Ну вот, теперь можно считать, что раскраска у меня закончена. В следующем видео обязательно ее пролистаем с вами. Ну а это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк. Кстати, да, вот сейчас по-быстрому сделала фон. Перламутровая акварелью гамма, но она вот мало шиммерная. Она, не скажу, что злостно, но протекает. В нанесении она гораздо хуже, но так или иначе куда-то ее нужно расходовать, поэтому вот здесь использовала. Но честно, раньше я вообще не пользовалась, сейчас стараюсь, но я говорю, она мало шиммерная. Вот. Ладно, благодарю вас за просмотр, желаю вам здоровья, хорошего настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи, всем пока-пока.